Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео по частым просьбам в комментариях перед предстоящими праздниками я показываю очень хороший рабочий рецепт печенье савоярди. Вот такое хрустящее оно получается по этому рецепту со вкусом именно классического ванильного бисквита, как оно и должно быть. Печенье готовится очень просто и очень быстро. Из самых простых и доступных продуктов в домашних условиях. Многие не могут его купить, потому что негде купить, а многие не доверяют качеству производственного товара, поэтому готовят сами. Делюсь рецептом. Итак, 2 яйца среднего размера, без скорлупы, весом каждое яйцо по 50 грамм я разделила на желтки и белки. Здесь у меня 2 белка, 8 грамм ванильного сахара, от общего количества сахара 60 грамм добавляю половину к белкам, щепотку соли туда добавляю и взбиваю всю эту массу примерно 1 минуту до побеления и пышности. Я специально использую такую узкую посуду, чтобы белки взбивались быстрее. Когда такое малое количество у нас продуктов, естественно, в такой посуде взбивать легче. 10 грамм кукурузного крахмала добавляем туда. И взбиваем сейчас примерно 3-4 минуты. Это будет зависеть от мощности вашего миксера, от вашей посуды, в которой вы будете это делать. То есть все на ваше усмотрение. У меня миксер здесь очень маломощный, 240 Вт, поэтому я взбивала около 4 минут. До побеления и пышности. Меренга со слегка подрагивающими пиками должна получаться. Оставшиеся 2 желтка взбиваем с оставшимся сахаром, примерно 30 грамм сахара. И желтки, не удивляйтесь, взбиваю здесь примерно столько же по времени, около 4 минут. Масса должна стать побелевшей и очень пышной. Это один из залогов успеха нашего будущего печенья. Многие пропускают этот шаг, а зря. Итак, вот такие шикарные желтки взбившиеся получились. Добавляю очень аккуратно туда круговыми движениями всю белковую массу. Если вы новичок, берите посуду вот такую, здесь уже для перемешивания, как у меня, широкую, чтобы вам было удобнее вмешивать все ингредиенты. Потому что здесь очень важно не осадить массу. Просеиваю туда, обязательно просеиваю 60 грамм муки. Порциями примерно в 3-4 приема просеиваю всю муку. И после каждого просеивания, естественно, перемешиваю круговыми движениями, чтобы масса ни в коем случае не осела. Вот такое тесто пышное у нас должно получиться. Сейчас это тесто я перекладываю в кондитерский мешок. Если нет у вас кондитерского мешка, берите тогда пакет для замораживания продуктов, очень удобно. Но лучше всего, конечно, кондитерский мешок для этого иметь, потому что он с узким выходом будет. Перекладываю туда тесто. Много теста сразу не берите в кондитерский мешок, вам неудобно будет с ним работать, потому что в мешке должно быть обязательно создано напряжение, именно вот чтобы вы чувствовали это тесто, а не так, как попало, оно у вас выходило из мешка. Палочки отсаживаю на расстоянии друг от друга. Здесь у меня рецепт указан именно на один противень. Противень стандартный 42 на 32 сантиметра. Пользуюсь здесь тефлоновым ковриком. Удобнее всего, уже из многолетнего опыта знаю, что савоярди удобнее всего, так же как и пирожный макаронс, отсаживать именно на тефлоновый коврик. Получилось 17 штук печенья, примерно 10-11 сантиметров в длину, хорошее расстояние между ними. Оставляю, посыпаю сахарной пудрой, потому что они будут увеличиваться в размере. Выпекаю в заранее разогретой духовке на среднем уровне при температуре 175 градусов Цельсия примерно 15-18 минут. В моей духовке потребовалось примерно 17 минут. Печенье в данном сейчас состоянии еще мягкие. Сейчас мы их будем подсушивать. Снимаю их полностью с противня, перекладываю на решетку. В это время духовку я остудила до 100 градусов Цельсия и выключила ее. И теперь в закрытой
в выключенной духовке, отсчитывая от 100 градусов Цельсия, и оставляю их на час. Можно готовить очень легкие воздушные десерты с основой именно на печенье савойярди, не говоря о тирамису. Достала уже после часа, как они провели у меня в выключенной закрытой духовке. Они очень хорошо подсохли, результат вы уже слышите. То есть прекрасное, вкуснейшее печенье получилось. Используется оно в очень различных десертах. Вот такого количества печенья хватает для того, чтобы сделать основу для торта 20 на 30 сантиметров прямоугольного. Либо в 2 раза меньше и в 2 слоя его уложить уже на тирамису. Все на ваше усмотрение. Рецепт отличный. Хранить уже высушенное печенье можно в закрытом герметичном контейнере. Пару недель оно свободно будет храниться. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.